Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, пришло время закрывать экспериментальных ботов. Да, сейчас будем подводить итоги, потому что я жду падения от биткоина. Куда, каким значением и каких ботов я собираюсь открывать, естественно, расскажу в Академии, так что присоединяйтесь. Время еще есть успеть как раз-таки на свеженьких ботов, да, потому что на падении, естественно, мы будем обязательно что-то фиксировать, возможно, что-то запускать. В общем, будет движняк. Так что присоединяйтесь в Академию по ссылочке в описании. Также можете найти ролик, где я отдельно рассказываю, что такое Академия, что там есть и для чего она вообще создана. Итак, эксперимент. Я запускал на бирже MEX 4 бота. 3 я запустил на видео, и одного я запустил отдельно. Бота с очень маленьким шагом грида, потому что снова же не было здесь никакой комиссии. Да, мы видим, что у меня там 500 MX лежит на счету, поэтому в торговых ботах, там пара биткоин USDT, у меня нулевые комиссии вообще. Мне было интересно, сколько бот с нулевыми комиссиями сможет заработать за какое-то время, да, в процентах, естественно. Ну и в принципе бот работал 10 дней. Если мы посмотрим, совпадающий PNL, это PNL непосредственно прибыль сетки, да, грид прибыль, мы видим, что она составляет $18 14 центов. И это у нас от $750. В процентах это получается 2,42%. На Мексе не пишутся проценты, что очень неудобно, только общий PNL пишется, да. То есть 2,42 мы получили за 10 дней с пятым кредитным плечом на лонге. К сожалению, сейчас довольно слабая волатильность на биткоине, и заработать на нем что-то даже с пятым кредитным плечом довольно-таки проблематично. Но, в принципе, мы можем сделать какие-то выводы, да. Довольно маленький шаг грида, $150 хода по биткоину всего лишь навсего, и мы получаем 1,5 цента прибыли с каждого такого грида, да. То есть на диапазон 70 тысяч, 115 тысяч мы распределили аж 300 гридов. Ну, это максимум, который позволяет сделать биржа MEX. Кстати говоря, сделаю небольшое отступление. Я знаю, что много сейчас негатива в сторону биржи MEX, что блокируются пользователи, да, и ситуация в основном, даже там на слезы Сатоши на канале, последнее сообщение, если почитать, скажем так, разобрались более-менее, да, из-за чего происходят блокировки, а блокировки происходят в основном из-за мультиакинга для того, чтобы шортить токены, которые вот новые там выходят, да, то есть здесь довольно много новых токенов, вот, допустим, new написано, да, и у многих стратегия торговли заключается в том, чтобы зайти сюда и шортануть такой токен. Но имеются определенные лимиты, сколько вы можете это сделать в долларовом эквиваленте, да, и поэтому многие люди просто создавали там 10, 15, 20 аккаунтов Мекса для того, чтобы этими мультиаками просто на больший объем шортить, собственно, такие токены, да, ну, то есть такая стратегия заработка, которая, в принципе, запрещена на бирже MEX, да, не зря они ограничивают эти же самые объемы, и, естественно, такие люди получали блокировки. Также еще MEX блокирует, естественно, грязные деньги, то есть если ваши деньги с плохим AML, то ваш аккаунт также могут заблокировать, как и абсолютно на любой бирже. Сейчас все биржи к этому относятся довольно-таки серьезно, поэтому не закидывайте на мелкие биржи грязные деньги, да. Это основные причины блокировок. Так что, если что, заполняйте форму, которую у себя в канале оставил Рафаэль Слезы Сатоши, да, то раз он уж этим занялся, то, возможно, вас тоже разблокируют. Ребятушки, буквально только что обновил страничку, вы можете перемотать назад, и появились, наконец-то, процентики общего PNL здесь, ну, на главной страничке. Не было, были только циферки. Замечательно. Развивается. Ни в коем случае не защищаю биржу MEX, но лично у меня пока что никаких проблем не возникало. Раз какие-то блокировки есть, вам самостоятельно нужно, естественно, принять риск, либо не принимать этот риск. Я это просто озвучил, чтобы моя совесть была чиста, потому что вы самостоятельно должны принимать решения. Итак, давайте будем сравнивать доходность торговли MEX и OKX, да, с торговыми комиссиями и без торговых комиссий. Я открывал 10 дней назад абсолютно одинаковых ботов. Хоть и волатильность на биткоине была за это время очень слабая, но тем не менее какую-то разницу, какие-то выводы мы можем сделать. Давайте начнем сравнение с бота, которое было 50 гридов. Бот с 50 гридами, именно грид прибылью, заработал 2,27% именно грид прибылью. А на бирже OKX прибыль по сетке составляет $2
61 цент, что составляет 1,44%. При этом в целом у нас разница сейчас, да, процент прибыли и убытков на OKX 0,57, на MEX у нас общая 0,68. То есть, ну, как бы разница такая не очень большая получается. По доходу на грид. OKX 0,0758, а MEX ровно 8 центов. Здесь тоже мы видим, что у нас общий, да, 0,50, а на OKX получается 0,45. Кстати говоря, здесь на OKX написано общая комиссия за торговлю. Да, то есть у нас при прибыли сетки плюс $2,85, 31 цент мы заплатили торговых комиссий. И если вы хотите экономить на торговых комиссиях, то регистрируйтесь на OKX по моей ссылочке в описании, будете получать 20% от потраченных ваших комиссий обратно на счет прямо в долларах, в USDT-шках. И сможете делать с ними все, что угодно. Это просто обыкновенные USDT. Не какие-то бонусы там и так далее. Это просто вот USDT, как они есть. И с торговлей ботами можно платить довольно большие торговые комиссии. 20%, поверьте, будет выходить ощутимо. Итак, здесь у нас прибыль по сетке 0,0529, а здесь у нас 0,0571. То есть на более длинной дистанции 2-3 месяца и, естественно, с большей суммой, да, должно набегать сумма намного интересней. И из-за того, что я сейчас думаю, что биткоин будет падать, да, мне приходится закрывать этот эксперимент, но я открою новый. Здесь деньги, скажем так, сильно размазаны, да, а я на этом самом падении запущу что на OKX, что на MEX, на весь объем этих денег, но на одинаковые суммы, также еще раз одинаковых ботов. И проведем этот же эксперимент, скажем так, еще раз, но уже на нормальную сумму, и срок будет, естественно, намного дольше. 2-3 месяца. Так что следующий ролик, подписывайтесь на канал по продолжению, скажем так, этого эксперимента, но уже с новыми ботами. Ну, вы увидите там через 2-3 месяца, когда будет хорошая точка, чтобы вообще закрыть в итоге этих ботов. Ну, естественно, каких ботов я буду открывать, я рассказываю в Академии. Ну и последний бот, который запускался у нас на $292, мы видим, что здесь заработал именно грид прибылью $7,3. На Мексе $4, да, ну, кстати говоря, как биржи считают доходность, мне немножечко непонятно, но как бы разница, очевидно, больше, чем написано, да. Ну, здесь на данный момент не совпадающий PNL ниже, да, чем на OKX. То есть здесь минус 2,71, а здесь минус 5,22. Тоже интересно, почему, да, то есть здесь написано, что это минус комиссия за финансирование еще, но не может быть из-за комиссии за финансирование, ну, то есть разница такая большая, да. И тем не менее, здесь получается 3,5, да, 0,0358 прибыль с каждого грида, а здесь 0,04. Интересно будет на более длинной дистанции, с волатильностью немножечко посильнее, да, все это дело еще раз протестировать, но, в принципе, разницу мы видим, да, что без комиссии, конечно же, можно зарабатывать больше денег. И здесь мы видим, что общая комиссия за торговлю вот составляет 61 цент, да, при прибыли по сетке плюс 4 там 0,9 USDT, что, в принципе, довольно-таки ощутимые 20%, которые я вам любезно возвращаю, да, могут, на самом деле, быть довольно хорошим приростом к вашему проценту прибыли, да, то есть вы просто потом от этой суммы смело можете отнимать там 20%, да, или прибавлять их к общему проценту там прибыли, убытка. Ну и еще один немаловажный вопрос, что по итогу по шагу грида? Какой шаг грида зарабатывает в итоге больше? С комиссией и без комиссии, да. Здесь, в принципе, мы видим, что на грани погрешности у нас, да, но 50 сеток все же чуть-чуть побольше, да. Если мы посмотрим на Мексе, что было у нас без комиссии, то мы также видим, что 50 гридов зарабатывает, в принципе, немножечко больше, да. И тут за счет того, что нет комиссии, 100 гридов в итоге зарабатывает примерно так же, да, как и 50 гридов. То есть здесь за счет частоты сделок, а здесь за счет профита, увеличенного с каждой с этой сделки. То есть если мы торгуем с комиссией, нам все-таки лучше ставить шаг грида немножечко побольше, да, чтобы зарабатывать побольше. Если мы торгуем без комиссии, то, в принципе, можно и почистить. Но, смотрите, здесь разница не такая большая у этих ботов, да, и бот, у которого аж 300 сеток,
процентном соотношении заработал меньше, чем заработали, ну, как бы эти боты. Буду закрывать все, и на падение биткоина планирую все-таки, наверное, запускать еще одного бота на OKX и на Мексе, и буду сравнивать их еще раз, но на суммы побольше, то есть это будет уже там $1000 на каждой бирже с 5-м кредитным плечом. Ну и также будем на дистанции смотреть, что там еще и по ликвидациям будет показывать. Сейчас смысла нет, потому что боты в плюсе, да, поэтому никакой ликвидации у них там в принципе нет. Ну что ж, на сегодня все. Пишите в комментариях, какие выводы сделали вы и какие эксперименты хотели бы, чтобы я провел еще. Ну а на сегодня все. Ждите продолжения месяца через 3, через 4. Всем спасибо за просмотр, всем пока.